Если задаться вопросом, где в Париже самое сумасшедшее движение, ответ будет прост. На площади Шарля де Голля, бывшей площади Звезды. Здесь нет ни одного светофора и даже регулировщика. Каждый едет, как ему вздумается. Столь оживленной площадь была не всегда. Напротив, ее отличительной чертой были спокойствие и умиротворение. На протяжении десятков лет площадь служила перекрестком 5 загородных дорог. С архитектурной точки зрения ее можно было назвать скорее развилкой. Таковой она была до 1806 года. Ставшему императором Наполеону Париж виделся Третьим Римом. По приказу Бонапарта в городе, как грибы после дождя, вдруг возникали фонтаны, арки, колонны, античные храмы. Наполеон распорядился соорудить на площади Звезды триумфальную арку в честь военных побед, одержанных Францией во время революции и в период Первой империи. Возле Лувра арка уже возводилась, но диктатор счел, что она недостаточно грандиозна и не может отразить всего величия империи, созданной маленьким капралом. Первый камень в основании арки был заложен 15 августа 1806 года. Строительство было поручено архитектору Жану Франсуа Шальгрену. Целых 2 года ушло на сооружение фундамента. В 1810 году, когда новоиспеченная императрица Мария Луиза должна была торжественно въехать в столицу через Елисейские поля, на каменном фундаменте из досок и сурового полотна была наспех сделана декорация будущей арки. Наполеон не дожил до окончания строительства. Оно завершилось лишь в период царствования Луи Филиппа. Торжественное открытие арки состоялось 29 июля 1836 года. 15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами триумфальной арки удостоились после своей кончины Луи Тьер, Леон Мишель Гамбета, Виктор Гюго, Лазарь Карно, Патрис Макмагон, маршал Фердинанд Фош. Высота триумфальной арки 50 метров, ширина 45 метров, высота свода 29 метров. Арка украшена 4 скульптурными группами. Со стороны Елисейских полей Марсельеза и Триумф 1810 года, со стороны Авеню де ля Гранд-Арме Сопротивление и Мир. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 658 французских военачальников. Этих имен такое множество, что граверы часто ошибались в написании. Иногда по ошибке вносили туда не героев Франции, а напротив, ее противников. 28 января 1921 года под сводами арки были погребены останки неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны. С 1923 года над могилой неизвестного солдата горит вечный огонь. Арку окружают 100 гранитных тумб, соединенных между собой чугунными цепями. Вокруг площади высажены 3 ряда деревьев, а за ними стоят совершенно одинаковые особняки. Они называются особняками маршалов, хотя ни в одном из них ни один маршал никогда не жил и даже не останавливался. От площади Шарль-де-Голь-Этуаль лучами отходят красивые широкие авеню, названные именами французских военачальников.